Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и гости канала. Сегодня поговорим о гибридный флагман Макларен появится в 2026 году, а четырехместный – в 2028 году. В отчете утверждается, что преемник Макларен P1 также будет гибридным. Макларен готовит гибридного преемника суперкара P1 к 2026 году. Гибридная система следующего флагмана Макларен, как говорят, на 70% легче, чем текущая установка, используемая в недавно выпущенной Артура. В отчете также утверждается, что четырехместный Макларен появится в 2028 году. А гибридное продолжение только что представленного 750S также появится в 2026 году. Макларен готовит преемника новаторского гибридного суперкара P1, и в новом отчете утверждается, что следующий флагман автопроизводителя сохранит гибридную трансмиссию, а не полностью электрическую. Преемник P1. Информация о следующей модели Ultimate Series была раскрыта на глобальном собрании ритейлеров, состоявшемся в начале этой недели в штаб-квартире автопроизводителя в Уокинге, Англия, что подтвердило нерешительность Макларен с головой погрузиться в электромобили. Новая модель, описанная как двухместный автомобиль, вдохновленный Формулой-1, будет сочетать в себе двигатель V8, разработанный Макларен, с новой гибридной системой. Источники дилеров, цитируемые Automotive News, говорят, что система будет на 70% легче, чем текущая гибридная установка, предположительно имея в виду аккумулятор и электродвигатель в 671-сильной Артура. Источники также сообщили, что новая установка вырабатывает гораздо больше лошадиных сил и передает мощность непосредственно на трансмиссию. Ожидается, что преемник P1 будет основан на новом монококе из углеродного волокна со встроенными спинками сидений, как у болидов Формулы-1, а также на аэродинамике, вдохновленные ведущими в мире гоночными сериями с открытыми колесами. Другие детали, раскрытые на встрече, включают в себя то, что у автомобиля будет новый дизайн двусторонней двери и компоненты подвески, напечатанные на 3D принтере. Ожидается, что топовый Макларен дебютирует в 2026 году. Возможный четырехдверный Макларен. В отчете также раскрываются другие планы на будущее британского бренда спортивных автомобилей, в том числе потенциальный четырехместный автомобиль. Говорят, что руководители Макларен намекнули, что автомобиль другого класса появится в 2028 году, предполагая, что он может иметь 4 двери и 4 сиденья. Этот лакомый кусочек следует за прошлогодними цитатами о том, что Макларен рассматривает возможность создания автомобиля с более высокой посадкой, хотя компания не собирается называть его кроссовером. Генеральный директор Макларен Майкл Лейтерс присоединился к компании в прошлом году после работы над внедорожниками Ferrari Purosangue и Porsche Cayenne. Согласно отчету, Макларен планирует оставить недавно представленную Артура в продаже как минимум до 2030 года, хотя в процессе, вероятно, будут добавлены и другие варианты. Автопроизводитель только что выпустил новый 750S, обновление модели 720S, которая продается с 2017 года. Макларен якобы объявила на встрече, что 750S будет заменена новой гибридной моделью в 2026 году.
что имеет решающее значение для планов компании по электрификации всей своей линейки к этому году. Более подробная информация о гибридном будущем Макларен должна появиться в ближайшие несколько лет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.